Февральская революция стала катализатором для активизации множества национальных движений. Среди них было и белорусское. Официально оно возникло в 1903 году, но только после крушения русского самодержавия это движение стало стремительно развиваться. Его видными активистами были Вацлав Ластовский, Иосиф Лёсик и братья Антон и Иван Луцкевичи. С 7 по 9 апреля 1917 года в Минске состоялся первый съезд белорусских национальных организаций. По его итогам был основан Белорусский национальный комитет во главе с Романом Скиромунтом. Перед ним поставили задачу создания Конституции Белорусского края из-за получения автономии в составе Российской Республики. С 8 по 10 июля прошел второй съезд, на котором снова встал вопрос об обретении автономии. Белнацком упразднили, а его место заняла Центральная Рада, которая в октябре была преобразована в Великую Белорусскую Раду. Временное правительство России так и не дало белорусам права на автономию, а вот пришедшие ему на смену большевики пообещали всем народам право на самоопределение. В декабре по этому вопросу был созван первый всебелорусский съезд. На нем шли ожесточенные дебаты между сторонниками независимости, автономии и сохранения связей с Россией. Они пришли к компромиссному варианту. Судьбу Беларуси должен был определить ее народ. До этого времени местная власть, которая контролировалась большевиками, подлежала распуску. Конечно же, большевикам это не понравилось, и они разогнали съезд через 10 дней после созыва. Великая Белорусская Рада ушла в подполье и вышла оттуда в феврале 1918, когда немцы возобновили боевые действия на Восточном фронте. 21 числа ее исполнительный комитет опубликовал первую уставную грамоту. Рада объявлялась временной властью в Беларуси. Создавался новый орган власти – Народный секретариат, и отвергались дальнейшие попытки обретения автономии в составе России. В этот же день в Минск вошли немецкие войска. Немцы не признали власть Рады и Народного секретариата и создали собственную администрацию. 3 марта Германия и Советская Россия заключили Брест-Литовское мирное соглашение, по которому земли Беларуси достались немцам. Стоит отметить, что они не были в них сильно заинтересованы и включили в соглашение только из-за военной оккупации. В том же месяце белорусами были изданы вторая и третья уставные грамоты, провозгласившие сначала основание, а затем и независимость Белорусской Народной Республики. В ней устанавливалась демократическая форма правления, появлялись национальные символы и собственные вооруженные силы. Однако у Белорусской Народной Республики не было самого главного – свободной от оккупантов территории. Поэтому ее армия существовала только на бумаге, как и власть Рады. Последнюю возглавил Ян Середа. И все-таки кое-что его правительству сделать удалось. Вводилась временная конституция, усилиями языковеда Бронислава Тарашкевича были предприняты первые шаги по белорусизации общества. Также появились белорусские паспорта, по которым можно было посещать даже страны, не признававшие существование Белорусской Народной Республики. Тут важно отметить, что стран, признавших ее существование, было немного, и все они являлись осколками угасших империй. 14 мая Середа покинул свой пост, и Раду возглавил Лёсик. 11 ноября Германия заключила с Антантой Компьенское перемирие, по которому немцы отказались от условий Брест-Литовского соглашения и вывели свои войска с оккупированных земель. Беларусь обрела полную независимость, но ненадолго, так как затем в нее вошли советские войска. 3 декабря они взяли Минск. Рада пустилась в бега, а Белорусская Народная Республика фактически прекратила свое существование. Ее земли стали яблоком раздора для Советской России и Польши в начавшемся в 1919 году военном конфликте между ними. В это время белорусы обратились за помощью и признанием к странам Антанты, но те ограничились финансированием антибольшевистских отрядов. Несколько таких отрядов добились больших успехов в 1920 году, захватив Пинск 26 сентября. Ими командовал Станислав Булак-Балахович, а состояли они преимущественно из сторонников белого движения, а не белорусских патриотов. Поэтому неудивительно, что обобщенно эти отряды назывались Русской народно-добровольческой армией. Официально они подчинялись Борису Савенкову, а не Балаховичу, и изначально действовали в польских интересах.
12 октября Советская Россия и Польша заключили перемирие, но балаховцы продолжили боевые действия. Это связано с тем, что атаман Балахович не считал себя и своих подчиненных польскими силами, относя их к зеленым, то есть к третьей стороне гражданской войны в России. Несмотря на то, что заявленной целью Балаховича было освобождение Беларуси от большевизма, он строил куда более грандиозные планы, вроде основания страны-правопреемницы Великого княжества Литовского, не уступающей ему по размерам и мощи, и дальнейшего похода на Москву совместно с белогвардейцами. Балаховцы уважали и боялись своего атамана, которого они называли батькой, и исполняли его приказы без лишних раздумий. Итак, они пробили советскую линию обороны и в ноябре дошли до Мозыря. После ожесточенных боев красноармейцы выбили их оттуда, а сам Балахович бежал в Польшу 26 числа. На следующий день началась последняя попытка восстановления независимости Белорусской Народной Республики. Слуцкий батальон во главе с Павлом Жавридом поднял восстание в занятом Польшей одноименном городе. Но уже к концу декабря у повстанцев закончились припасы, и 28 числа они сложили оружие. В конце концов, 18 марта 1921 года по Парижскому мирному соглашению земли Белорусской Народной Республики были поделены между Польшей и Советской Россией. Подводя итог, можно сказать, что у Белорусской Народной Республики не было ни единого шанса на выживание. Против нее сложилось буквально все. Национальное движение белорусов стало развиваться довольно поздно, из-за чего национальное самосознание у них было на низком уровне. Их политические круги не были едиными, а территория постоянно переходила из рук в руки. Поэтому все попытки построения белорусского суверенитета были слабыми и в конце концов обернулись неудачей. Независимая Беларусь никого не интересовала, а белорусов использовали в своих интересах, обещая им светлое будущее, которого так и не настало. Вдобавок ко всему стоит отметить непризнание Белорусской Народной Республики странами Антанты. Фактически, это и поставило крест на ее существовании. Однако, белорусское национальное движение не погибло. Рада Белорусской Народной Республики с 1919 года, возглавляемая Петром Кричевским, объявила себя правительством в изгнании. После распада Советского Союза и возникновения независимой Беларуси, она не стала признавать ее правопреемницей Белорусской Народной Республики. Поэтому белорусское правительство в изгнании существует и по сей день. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, Рада Белорусской Народной Республики является старейшим действующим правительством в изгнании.